Парни, товар у меня. Но вы думали, что он достанется вам за просто так? Не, это так не работает. Короче, ладно, давай с тебя хорошее настроение, а с меня обзорчик вот на вот эти вот вещи. Друзья, всем привет, и с вами снова Рен Анен. Те, кто меня не знает, давай познакомимся поближе. Я Аня, стример, и сегодня у нас будет обзорчик на обновленные мои девайсы. Скажу вам сразу, буду говорить то, что считаю нужным, поэтому это будет самый честный обзор. Главное не говорить умными словами. Короче, давайте начнем. Прошло уже где-то полгода, как начались стримы, и еще перед этим я для себя понимала, что мне нужны вполне рабочие девайсы. Рабочие в каком смысле? Удобно, комфортно, ну и дай бог, чтобы не особо дорого. Ну и для начала я расскажу самую-самую мою больнючую, в прямом смысле этого слова, прошлую проблему. Кто-то из вас, возможно, видел, а те, кто не видели, то сможете найти все это на канале. Это первые прохождения, где-то месяц или два. Я сидела вот в таких наушниках. И, скажу вам честно, я просто сидела и молилась, чтобы побыстрее я их сняла. Собственно, из-за чего все это? Как бы это самые простые, я не помню даже откуда у меня эти наушники. И как бы вроде бы посидеть пару часиков, да, там послушать музыку, вроде бы норм. Но когда ты сидишь очень долго, а я реально долго сижу за компом, вот эта вот дуга мне просто начинает давить. С внутренней стороны нет вообще ничего, то здесь просто кусок пластика, и он мне постоянно давил вот сюда на макушку. Я скажу вам так, это вообще некомфортные были ощущения, и поэтому просто я не знаю, как я выжила, и моя голова еще не треснула от этого. Плюс амбушюры тоже самые-самые дешманские, как по виду, так и по ощущениям. Они просто прилегали к моим ушам, соответственно, потом тоже вызывался дискомфорт. Они побаливали, пришлось их немножечко растирать, и я поняла, что все, это Москва конечная, я выхожу из последнего вагона. Вещи свои не забыла, кстати. Поэтому я поняла, что надо уже прекращать свои страдания, и вот такие красавцы мне подъехали. Или красавец. Вроде бы штука одна, но при этом это пара. Кажется, я ушла в остров только что. Короче, наушники от компании Razer Barracuda X. Видали, какая рыба приплыла к нам в океан сюда. В общем, вот так вот они выглядят. Вполне обычный, скромный дизайн, но я считаю, что все равно они сделаны со вкусом. Эти ушки просто, они спасли мои уши. Да, я иногда наушники называю ушами, ничего вы мне не скажете. Сразу хочу отметить самое-самое, вот что прям, я не знаю, меня спасло, наверное, и спасает до сих пор, это то, как они сделаны. Как я сказала про те, у них дуга была просто кусок пластика. Здесь тоже, соответственно, идет пластик, но с внутренней стороны здесь идет обшивочка. Обшита кожей, и внутри, наверное, какой-то мягкий материал. Я не знаю, как это правильно называется, но это что-то наподобие, как у кожаных компьютерных кресел. Это настолько мягко и приятно, и я не знаю даже, как эти ощущения передать, но, по крайней мере, моя голова сказала мне спасибо, что нет вот этого вот давления, иначе мой бы череп, наверное, тоже бы там уже раскололся. Конечно, да, я пользуюсь ими очень долго, потому что приходится долго работать за компьютером. И в наушниках я сижу постоянно, и все-таки след у меня остается, но нету боли. Хоть где-то нету боли в этой жизни. Дальше, что хочу сказать по поводу них, это амбушюры. Как видите, даже можно сравнить. Я думаю, вы видите наглядный пример. Здесь они очень и очень маленькие. То есть уши прям реально вернее, амбушюры, они именно что прилегали к моим ушам. А на этих амбушюры, они обволакивают мои уши. Это, знаешь, как крем расплывается по торту. Или как мед стекает по блинчикам. Я аж есть захотела. В общем, принцип примерно тот же. То есть я надеваю наушники, и мои уши, они закрыты вот этой вот частью. То есть у меня нет никакого лишнего давления на мои уши. И, кстати, неплохая такая шумоизоляция идет. Не за счет функционала, а именно за счет их конструкции. И я хочу сказать, что здесь постарались достаточно, потому что у всех, тем более, уши разные, у кого-то они могут быть побольше, у кого-то поменьше. Но я думаю, что здесь стандартные размеры, и подойдут они всем. А там уже дело опыта каждого, как говорится. Значит, посмотрим дальше, что по функционалу. Уши беспроводные, то есть они предполагают здесь кнопку питания, разъем для
зарядки, ну и, наверное, регулятор громкости. По-моему, это есть на всех наушниках. Значит, давайте по порядку. Кнопка включения самая типичная. Нажал, удерживаешь, все, они включились. То же самое выключаешь, плюс есть характерный звук для этого. То есть вы будете понимать, включили вы их или наоборот выключили. И, кстати, чтобы их еще подключить к компу, есть специальный типа свисточка, он у меня сейчас уже подключен к разъему. В чем прикол? Этот свисточек, он сделан разъемом Type-C, но у меня в компе Type-C нет, то есть ни в мониторах, нигде. И храни тех, кто сделал эти наушники, те, кто позаботились о тех, у кого нет такого разъема, есть еще кабель, куда этот Type-C втыкается, и кабель уже можно подключить к компьютеру. То есть забота получается. В общем, это что-то наподобие Bluetooth. Но, по крайней мере, это работает, и я его повесила, и все, и где-то у меня за монитором там висит, все нормально. Значит, рядом с кнопкой включения есть индикатор, который вам будет показывать, насколько у вас заряжены наушники, разряжены, в каком они вообще состоянии. Синий цвет — это, соответственно, хорошая зарядка, то есть это где-то от 35 до 100%. Красная — это уже от 10 до 30, если я не ошибаюсь. Но если уже мигает красным, то это SOS, помогите, и подключай меня быстрее заряжаться, иначе я тут разряжусь, и как бы и все. И я пойду отдыхать. Кстати, у меня это частенько происходит, и чаще всего у меня наушники разряжаются как раз-таки на стримах, а запасных у меня нет. Есть вот такой вот кабель. Кстати, заряжаются они обычным Type-C, если что. Тоже кабель есть в комплекте. А вот этот кабель, он предназначен для того, чтобы подключить наушники к также к компу, я подключаю их к монитору, и их даже можно через кнопку не включать, то есть они становятся обычными проводными, но при этом как бы работают. Все, это меня дико спасает. Ребята замечали не один раз, когда мы в коопчике играем, так когда играем. Все, они у меня садятся и говорю, я оглохла. Подключаю кабель, все, я снова все слышу. Удобная тема на самом деле, и прям это must-have для тех, кто не заряжает часто все как я, и не следит за состоянием батареи. К этим наушникам, так как они игровые, есть еще микрофон. Он у меня убран в коробку. Самый он обычный, легко в принципе гнется. По качеству сказать не могу, я им не пользуюсь, потому что у меня есть отдельный микрофон. Но для тех, кто играет в онлайн-игры, и тут происходит такой момент, когда заходит мама к тебе, например, в комнату и начинает тебя отчитывать, либо еще, какой-то момент, когда тебе надо микрофон выключить, есть здесь кнопка включения и выключения микрофона. Если честно, я не помню только, где какое состояние, потому что я им не пользуюсь. Но сам факт, это реально очень нужная штука, чтобы вы не лазили по настройкам, не выключали сами наушники, в общем, просто одно движение и все, и вы спасены. Что касается звука, у меня вечно возникает такая проблема, когда на стриме звук хороший, всем все слышно, но для меня какая-то игра или что-то еще слишком громкое, либо музыка. И я понимаю, что мне сейчас совесть не позволит через ту же OBS или там через системный звук сделать его потише, потому что ребятам будет не слышно. А себе-то хочется тоже, конечно, комфорт доставить. Поэтому я просто прокручиваю вот это вот колесико громкости настолько, насколько мне надо, и все, и да будет вам счастье, как говорится. Кстати, крутится оно очень легко, то есть это происходит не за счет каких-то щелчков, а просто оно прокручивается. Порой, кстати, я его задеваю чисто случайно и сижу, думаю, а где звук? А что так тихо? Уже там в системе все выкручено, а оказывается в наушниках. Поэтому с этим чуть поосторожнее, но это реально кайф. То есть у вас уменьшается не системная громкость, а именно громкость наушников. Блин, по-моему, за это респект. Есть еще одна такая прикольная штука, как функция объемного звука. В общем, смотри, чтобы это все заработало, в этом списке мы выбираем то устройство, которое сейчас используем. Я выбираю свои наушники. Но здесь есть вот такой восклицательный знак. В системном звуке надо выбрать не само устройство, которое мы сейчас юзаем, а именно софт. Оп! По идее, у нас звук проходит обработку через Surround Sound, поэтому не забывайте в списке устройств самой системы выбирать именно вот эту вот, именно софтиночку. И, соответственно, чтобы у нас все это в полной мере, так сказать, заработало, передвигаем ползуночек, и все. Короче, эти наушники для меня
ну, реально стали какой-то находкой, потому что за всю свою жизнь у меня постоянно были какие-то неудобные наушники. Именно что неудобные. Для меня это было в первую очередь важно при выборе новых. Вполне меня все устраивает, работают они где-то, ну, дня 2 приблизительно, учитывая, что первые сутки, там даже полсуток, они у меня работают бесперерывно, то есть где-то от 10 до часов 15 они у меня не выключаются, и все, и просто они у меня нон-стопом такие пахать, работать. И все, на следующий день, соответственно, они у меня уже начнут разряжаться, но заряжать я их буду уже, скорее всего, что на третий день. Кстати, они у меня сейчас тоже уже практически разряженные. Как подарок, я думаю, это вообще будет топчик, если вы хотите себя порадовать. Ну, я пока варианта лучше не нашла, а там уже дело вашего вкуса и, конечно же, требований. Окей, значит, наушники я поменяла, вроде бы все, вроде бы пока довольна, остальное ничего замены не требует. Но не тут-то было. Сижу я, значит, и не могу понять, что-то мне как-то, ну, вообще некомфортно, и что-то мне хочется, знаешь, куда-то свою правую руку деть. Хочется ее как-то вот так вот выгнуть, я не знаю, покрутить, еще что-то. И я понимаю, что у меня просто рука начинает затекать от моей старой мышки. Она там самая дешевая была, бюджетная, где-то до косаря, наверное, логитековская. Как офисный вариант, да, я думаю, она пойдет. Но не для такого человека, который за компом сидит постоянно, постоянные прохождения, монтаж видосов и все прочее. Моя рука просто, она вот так вот была. То есть, вот она мышка, у меня рука вот так вот, и кисть у меня поднимается. Но это такое себе удовольствие. Короче, вот такая мышка. Лицевую сторону не покажу, тут эта этикетка, короче, вам просто ее не будет видно. Значит, Viper Ultimate с зарядной док-станцией, если что. Сейчас я о ней тоже расскажу. Это прикольная штука, на самом деле, и выглядит достаточно эстетично. Короче, выглядит эта прелесть вот так. Если честно, она мне немножечко напомнила Киберпанка. Кстати, у этой мышки была вроде бы коллаборация с Киберпанком. Она выглядела желтая, с подписью как раз-таки. Короче, тема. Фанаты, я думаю, оценят. Значит, в принципе, она самая-то и обычная, но с небольшими примочками. Значит, левая и правая кнопка мыши — это все как всегда. Колесико тоже, кстати, неплохо ездит. По крайней мере, ни разу у меня еще не заедало. По бокам есть по 2 кнопки. Я, если честно, не придумала им еще никакой работы, но для тех, кто сидит в фотошопе или в каких-то таких подобных программах, я думаю, что как быстрые клавиши или горячие клавиши вполне подойдет. Но иногда я, бывает, просто на них случайно нажимаю, поэтому я их выключила. Значит, включается через кнопочку включения и выключения, и здесь есть свисточек, он у меня сейчас включен уже к компу, поэтому не покажу его. Но он самый обычный, маленький, и хранится вот здесь вот. Значит, что касаемо подключения. Поскольку у меня в комплекте идет док-станция, она зарядная, но в то же время этот свисток можно воткнуть туда. Типа это делает сигнал лучше. Ну или у кого док-станции нет, просто взяли, воткнули в комп и все, и да будет вам рабочая мышка. Значит, сама эта станция подключается через кабель, и этот кабель, кстати, можно напрямую воткнуть к мыши, и это будет помогать, если у вас мышка разрядилась. Я еще в таких ситуациях не бывала, потому что заряд она у меня держит где-то порядка 5 дней, если не недели. Причем, что работает она у меня тоже на постоянке. Но я включила такую функцию, как сонный режим или что-то в этом роде. В общем, когда мышка какое-то время у меня не работает, то есть там минута-две, это можно все выстроить в софте, сейчас я его покажу, то у меня мышка просто отключается и все, и так экономится заряд. Значит, сама док-станция. Для меня это что-то новенькое было, потому что все мышки у меня были на батарейках. Значит, чтобы зарядить мышку, просто я беру и вот этими вот разъемчиками втыкаю в эту станцию, и все, и зарядочка у меня пошла. Но если у кого-то этой станции нет, то просто подключаете имеющийся кабель, мышка у вас заряжается, и все, и в принципе суть та же. Ну и также мышку можно сделать, получается,
проводной, но это мне, по крайней мере, неудобно. Я от всего такого уже постаралась отказаться, кроме клавиатуры, кстати. Обзор на нее тоже есть, это все в первой части. Значит, есть софт от Razer, туда можно свою мышку подключить, или вроде она это делает автоматически, если честно, уже не помню. И там можно отслеживать состояние заряда батареи, либо сама мышка, кстати, будет об этом сигналить, то есть ее индикатор будет просто начинать гореть. Ну или выскочит просто уведомление, что низкий заряд батареи. Кстати, можно через софт, а можно через кнопку на самой мыши менять DPI. Если уж совсем для тех, кто в танке, хотя я сама недавно из него вышла, это скорость отклика мыши. То есть то, насколько быстро мышка среагирует на какое-либо ваше действие. Например, если вы поставите слишком низкий DPI, то вам придется, скажем так, не то что пару секунд подождать, но мышка достаточно медленно будет передвигаться. А если вы поставите слишком большой, то одно неверное движение, и вы просто курсор потеряете, как это у меня порой бывало. Короче, в софте это все можно сделать, либо это можно поменять прямо на мыши. Здесь цвет будет соответствовать показателю, ну, либо просто в софте это все можно будет посмотреть, и там же его поменять. Короче, не парьтесь. Там просто подбирайте его для себя, и да будет вам счастье. Еще одной моей проблемой было, и достаточно такой печальной, это отсутствие света. В принципе, на этих кадрах вы сейчас увидите то, какая у меня была картинка вообще до любого какого-то освещения в мою сторону. Она была вся намыленная, размыленная, пленка какая-то, цветов особо нет. Короче, полная фигня. Поэтому я приобрела кольцевую лампу. Она также от фирмы Razer, но в принципе вы можете найти любую такую же на маркете, на Озоне, короче, на любой доставке, либо просто пойти в магазин. Я просто придерживаюсь этой компании, и поэтому я решила лампу тоже от них взять. Она вполне стандартная, в комплекте шел штатив, в принципе, на который я все это добро и поставила, шарнир, чтобы поставить камеру, и плюс есть держатель для телефона, но как бы у меня есть просто обычная камера. Собственно, все это стоит, все нормально, все аккуратно, поставилось это тоже без особых проблем. Единственный только прям реально минус, камера не прям вплотную, она к этому шарниру не прилегала. То есть мы взяли вот такое вот резиновое кольцо, я не знаю, как оно правильно называется, и поставили между камерой и самим вот этим вот шарниром. Камера, она устойчиво теперь держится, но без нее это все пошатывалось. Так что имейте в виду, или уж если когда-нибудь кто-то из Razer меня увидит, что навряд ли, пожалуйста, обратите внимание. Ну, либо это у меня просто так получилось. Подключается лампа, в принципе, достаточно просто. Обычный USB кабель, либо к компу его подключаешь, либо через блок питания к розетке. Это, в принципе, я так и сделала. Через такой вот маленький пультик это все включается. Есть уровень яркости, то есть побольше, поменьше, да, там в зависимости от того, как вам нужно. И есть еще режимы. Их 3: холодный, теплый и типа такой стандартный белый. Не знаю, как это правильно называется. Короче, я обычно его и использую для себя, чтобы такой, знаешь, уютный атмосферный вечер устроить. Ну и потому что от света глаза тоже устают. Я ставлю на самую маленькую яркость и меняю цвет на теплый. Кстати, в зиму прям вообще по кайфу. А там, кстати, снег повалил. Прям такое атмосферненько стало. В общем, я вполне довольна. Места тут, конечно, не особо у меня много, но я думаю, что теперь есть разница, в отличие от предыдущих кадров. Ну и как бы места у меня здесь не особо много, поэтому приходится как-то выкручиваться и ставить еще обычную настольную лампу позади себя, просто чтобы сделать балансировку света. А так, в целом, я довольна. У меня и само рабочее место тоже поменялось, и притараканился вот такой второй монитор. У меня к нему не было никаких, в принципе, требований, и просто главное, чтобы он разворачивался на 180 градусов, потому что места у меня, как видите, здесь не особо много, и как бы мне некуда было его особо-то и поставить. Я уже не говорю о том, что я смогла его вот так развернуть. Не спрашивайте как, пришлось немножечко ту конструкцию, так сказать, переделать. Ну, и в принципе, мне нормально, ничего вроде не упало, вроде все держится. Единственный, ну, не скажу, что минус, но, наверное, недостаток. Ни на одном из моих мониторов, про первый можете посмотреть короче, там будет подсказка на первую часть, у них нет динамиков. То есть я не могу никак включить звук с них, мне приходится использовать колонку, мне давным-давно подарили, я не знаю, как она у меня еще жива, но, по крайней мере, звук еще пока идет. В общем, для тех, кто
хочет, чтобы у них все-таки был звук и не мучиться, как это делаю я, посмотрите другие варианты. Но в целом пойдет. Как второй монитор, именно для того, чтобы выводить всю информацию, а не работать именно за ним, мне вполне сгодилось. Стоит на 60 Гц, хотя он дает 75, но когда я ставлю на 75, какие-то цвета становятся то ли слишком насыщенные, либо я просто привыкла уже к тому, что он у меня стоит на 60. Ну и все те же 24 дюйма, кстати. Короче, мне сгодилось. Самое главное место, где моя пятая точка просиживается большинство времени, конечно же, кресло. Вы, может быть, замечали, а если нет, то обратите внимание, у меня было самое дешевое офисное кресло, которому лет 10, оно все скрипело, и я думала, что оно у меня просто подо мной развалится. И поэтому вот как бы привезся вот такой вот мне трон. Значит, кресло от компании Zombie, наверняка кто-то из вас о нем слышал, вполне такие неплохие, кстати, у них вещи. Как я вот, да, заметила от этого кресла. Мне, честно, это прям была помощь, потому что от долгого просиживания начинает, конечно же, болеть спина, тем более сидячий образ жизни дает о себе знать. И все, что мне нужно сделать, это просто взять спинку, откинуть назад и, хотя бы на 45 градусов. Хотя можно, кстати, лечь. Короче, вы поняли. Лежа я совсем не ложусь, там уже совсем будет печально позвоночнику. Но где-то на 45, кстати, вполне норм. Сижу, бывает так, монтирую, еще что-нибудь. Даже помню, как это на стриме, что ли, так сделала. А может быть и нет. Но сам факт, более-менее как-то я могу усесться, но тут уже дело моего здоровья, так скажем. Поэтому на кресле это все не заканчивается. Но как бюджетный вариант вполне сгодится, и, знаете, не супер-пупер наворочено, но зато удобненько. И что, кстати, просто для меня самый кайф, у меня никогда таких кресел не было, что у меня голова вот сюда на спинку ложится. То есть, да, я прям могу полностью вот так вот соприкоснуться, так сказать, с этим креслом. Короче, я довольна была этим. В общем, это, в принципе, все то, что я сегодня хотела рассказать, и получается, на этом мой путь покупок, обновок закончился, на ближайшие пару лет. Собственно, как я и сказала, это был честный обзор. В комменты напишите, может, что-то у вас из этого есть. Может быть, какие-то аналоги знаете. Может быть, что-то более лучшее. Но, опять же, здесь главное, чтобы удобство и комфорт равнялось с ценой. Ну и качеством, соответственно. В принципе, все вполне good. Ребятам от Razer, да, производителям, огромное спасибо. Я в безумном восторге вот от тех же наушников. Вот, наверное, это прям, знаете, это мой самый-самый фаворит из всех девайсов, что я в них брала. Я прям не знаю сколько, дай бог, они мне прослужат очень и очень долго. В принципе, как все остальное. Но с тобой мы на сегодня попрощаемся. Спасибо за то, что посмотрел. Спасибо, что меня поддерживаете. Мы тут прорываемся, у вас за последнее время что-то как-то все вот прибавляется. Спасибо вам огромное за это. Спасибо, что на стримы приходите. А если не приходишь, то приходи. Знаешь, как весело бывает? Порой сама не ожидаю, что-нибудь там могу вытворить. Но все, конечно, в рамках разумного. И не забывай про телеграм-канал, а то тут бывает, говорят, а я не знал, а еще что-то туда, все туда, вот все скидывала. Кстати, закадровые кружочки я тоже туда скинула. Тут были кое-какие моментики, да. В тележеньку все скинула. Вот, подпишешься, будешь знать. Ну и давай я тебе такую маленькую инфу скажу, окей, что стримы у нас на 2 платформах, на ютубе, на ВК Play. Все, но на ютубчике ты их, правда, не увидишь, они закрываются, удаляются, все потом перезаливается. Короче, я в телегу в ту же все писала. Все там найдешь. Давай поздравлю, что ли, тебя. Тут уже Новый год на дворе. 2К24 приходит. Ага, прикинь, как время быстро прошло. Мы только летом с тобой познакомились. А уже зима. А уже и там снег лежит, и все, и холодно. Кстати, теплее одевайтесь и не болейте, а то все болеют, это из заразы какой-то. Давайте, если что, удар на себя приму. Все нормально, вы там, главное, держитесь. Ну и увидимся с тобой уже на стримах, и не скучай там давай без меня, а я уже соскучилась. А ей вообще, ей все равно.